Привет! Когда я впервые пробовала делать гульфик, то посмотрела много видео и не раз, а все равно наделала много ошибок. Авторы обычно много показывают, но мало объясняют, что и почему они делают, а самое главное, никто не рассказывает о возможных ошибках и о том, как их избежать. Я попробую объяснить так, как я делала бы это для себя, а еще расскажу о вредных советах, которые, к сожалению, тоже можно встретить. Это канал «Шьем с умом». Меня зовут Александра. Давайте начнем. Первое, что нам нужно подготовить, это лекало обтачки гульфика и подгульфика. Еще его называют откосок, но я буду называть его подгульфиком. Я это делаю прямо на лекале передней части брюк. Начнем с обтачки. Главным ориентиром при отрисовке лекала обтачки является линия отделочной строчки. Я имею в виду то, что на фото отмечено синим пунктиром, поэтому сначала наметим ее. Для этого на линии середины переда ищем крайнюю точку, в которой она перестает быть прямой и начинает свой изгиб. На брюках эта точка выглядит вот так. Как видно на широких брюках, после этой точки срединный шов просто перестает быть виден. Поэтому гульфик никогда не должен заходить ниже этой точки. Я предпочитаю отступить от нее вверх на 1-2 см. Ширина от строчки момент больше декоративный, но на классических брюках это 3-3,5 см. Линия изгиба тоже рисуется произвольно. Готово. Теперь отрисовываем линию края обтачки. Здесь все просто. От строчки отступаем настолько, чтобы эту строчку просто было удобно проложить. То есть 5 мм это ширина лапки плюс небольшой запас. Я предпочитаю брать всего 1 см. Отрисовываем линию на 1 см от линии строчки. Переводим на кальку, вырезаем. Лекало обтачки готово. Теперь отрисуем лекало подгульфика. Цель этой детали – закрыть изнутри застежку. Поэтому мы берем лекало нашей обтачки, внизу прибавляем 1-1,5 см. Ширину оставляем без изменений, так как подгульфик закроет обтачку за счет своего небольшого смещения от линии середины. Переводим на кальку, вырезаем. Лекало подгульфика готово. Это самый базовый и простой вариант обработки гульфика. Но у меня на канале есть видео о более сложных и красивых способах обработки этого узла. Ссылку на него вы найдете в описании к этому видео. Следующий этап – это раскрой деталей гульфика. Обмелим лекало обтачки, обращая внимание на направление долевой нити. И добавим припуски. По линии притачивания это 1-1,5 см. По линии изгиба припуск зависит от способа обработки этого среза. Если это просто обметка или окантовка, то припуск равен 0. Теперь рассказываю лайфхаки. Первый. Вы себе облегчите работу на сборке гульфика, если по линии притачивания пояса сделаете припуск, как у основной детали брюк. Это касается и обтачки, и подгульфика. И второй лайфхак. Я обычно подписываю припуски прямо на лекалах. Это очень удобно при повторной работе с лекалами, а также уберегает от ошибок при раскрое. Теперь перейдем к раскрою подгульфика. Для этого сложим вдвое ткань лицом внутрь и приложим лекало линии притачивания в сторону среза. Обелим лекало подгульфика, обращая внимание на направление долевой нити. И добавим припуски. По линии притачивания это 1-1,5 см. Нижний срез я хочу обтачать, поэтому беру тоже 1,5 см. Ниже я объясню, что я имею в виду. По линии притачивания пояса берем припуск, как у основной детали. Готово. Итак, мы раскроили наши детали. Я взяла ткань контрастных цветов, чтобы было лучше видно. Еще нам потребуется застежка молния длиной 20 см. На следующем этапе нам необходимо продублировать наши детали. Но я это делаю далеко не всегда, только если ткань тонкая, рыхлая или плохо держит форму. В остальных случаях это может добавлять лишние толщины, которые могут снизить качество обработки. Сейчас у меня полулен, ткань довольно тонкая, поэтому я их продублировала с помощью нити прошивного клеевого флизелина. Теперь мы обработаем срезы наших деталей. Их можно обметать с помощью строчки зигзаг на оверлоке или окантовать косой бейкой. Я буду обметывать строчкой зигзаг. Итак, я обметала край обтачки. Край можно срезать поближе к строчке, чтобы было аккуратнее. И у подгульфика тоже я проложила строчку внизу. Сейчас мы обрежем излишек припуска и вывернем наизнанку, а потом приутюжим. Осталось приутюжить и также здесь проложить обметочную строчку. Мы обработали срезы, и теперь наши детали готовы. Последний, но очень важный момент перед тем, как мы начнем собирать гульфик, относится к основной детали наших брюк. По линии, где будет притачиваться подгульфик, припуск должен быть не меньше 2 см. Почему, станет ясно позже. Итак, наши детали готовы к сборке. Есть разные варианты, в какой последовательности собирать гульфик. И чтобы объяснить, почему я выбрала свой,
Расскажу про один свой опыт из разряда «как не надо делать». Результат этого опыта виден на фото. Булавкой я отметила небольшой нахлёст, которого не должно быть, и который я заметила только когда у меня не получилось довести до конца отделочную строчку. Причина этого – несмыкание двух линий. Линии притачивания обтачки к основной детали и линии стачивания основных деталей. В тот момент я просто не знала, что это важно. Чтобы избежать подобных ошибок, я собираю гульфик в следующем порядке. Сначала я притачиваю обтачку к основной детали, потом я стачиваю основные детали по линии середины, и только потом я притачиваю под гульфик. Давайте сделаем. Итак, нам нужно притачать обтачку к основной детали. Проложить строчку по линии середины переда. Строчку мы проложили. Теперь необходимо приутюжить и потом заутюжить припуски на обтачку таким образом. И потом проложить по обтачке, отступая 1 мм от сгиба, еще одну строчку, фиксирующую припуски на обтачку. Строчку мы проложили. Теперь излишки припуска можно срезать и заутюжить обтачку на основную деталь. Итак, обтачку мы приутюжили, и первый этап сборки гульфика у нас завершен. Далее нам нужно стачать основные детали по линии середины. Берем вторую деталь, складываем, и нам нужно проложить строчку вот от этой точки до точки начала строчки притачивания обтачки к основной детали. Здесь, как вы уже поняли, важный момент – это смыкание двух этих строчек. Для верности можно наехать немножко одной строчкой на другую. Строчку мы проложили. Теперь наш гульфик выглядит уже вот так. На следующем этапе нам необходимо уже притачивать под гульфик к другой основной детали. И перед тем, как перейти к следующему этапу, расскажу про один вредный совет с YouTube, благодаря которому я получила очередное ценное для меня знание. Дело в том, что застежка должна немного заходить за основную деталь, чтобы ее не было видно. И один из авторов предложил и обтачку, и подгульфик притачать по линии середины переда, и далее сместить основные детали друг относительно друга, для того, чтобы застежка была закрыта. Вопрос с застежкой мы, конечно, решили, но вся конструкция брюк оказалась перекошенной. И меня тогда спасло то, что брюки были достаточно широкие, и мне хватило припусков, чтобы скрыть появившиеся косяки. Оставим такие советы на совести автора. Главное, что мы теперь знаем, что так делать ни в коем случае нельзя. А делается все проще. Вот наша линия середины переда. Мы отмеряем 5-7 мм в сторону припуска. Именно для этого мы ранее увеличили наш припуск по основной детали. Намеляем новую линию притачивания под гульфика. И теперь нам этот припуск нужно заутюжить наизнанку. Мы заутюжили наш припуск. Теперь нам нужно приложить застежку-молнию. Я рекомендую делать это следующим образом. Мы на ощупь определяем, где у нас заканчивается наша обтачка. И отмеряем примерно 1 см вверх. Ставим небольшую отметку. Здесь будет заканчиваться наша отделочная строчка. Берем теперь застежку и прикладываем ее так, чтобы фиксатор нижней молнии приходился немножко выше нашей отметки, а зубчики приходились вплотную к сгибу. И прикалываем. Можно сделать по-другому и приложить застежку так, чтобы верхние фиксаторы приходились на уровень линии притачивания пояса. Но в этом случае у вас линия отделочная строчка будет идти через зубья. Я лишний раз предпочитаю беречь иголку. Во-вторых, вам придется укорачивать молнию снизу. Это займет дополнительное время. И в-третьих, если вам придется корректировать положение линии притачивания пояса, например, поднять ее вверх, то у вас запаса по застежке уже не будет. Итак, я закрепила застежку в соответствии с первым способом и наметала. Я встречала в борде совет сразу прокладывать строчку, а потом, когда притачивать под гульфик, в эту прям строчку проложить вторую строчку. Но я, честно говоря, не вижу ни особого удобства, ни красоты в таком способе, поэтому я предпочитаю приметывать. Теперь нам нужно приложить под гульфик.
Для этого расстегиваем нашу молнию. Прикладываем подгульфик таким образом, чтобы верхняя лекальная линия подгульфика была продолжением линии притачивания пояса, а уголок лекальной линии подгульфика заходил за линию сгиба основной детали на 1-2 мм. Также нужно следить, чтобы линия сгиба подгульфика была параллельна линии застежки. И приметываем. Мы приметали и застежку, и подгульфик к основной детали. Теперь нам необходимо проложить строчку, отступая на 1-2 мм от сгиба основной детали. Для этого нам понадобится специальная лапка для притачивания молнии, которая выглядит вот так. Мы притачали молнию и подгульфик. С изнанки это выглядит вот так. Теперь нам нужно опять найти нашу линию середины и выложить по ней сгиб основной детали и заколоть в паре мест булавками, чтобы он у нас не смещался. Теперь отгибаем. И нам нужно отвернуть также от подгульфик и тоже зафиксировать, чтобы нам его не пришить случайно. Готово. Теперь основную деталь мы отворачиваем и видим, как у нас здесь обтачка лежит сверху на нашей застежке. И вот в таком положении, не меняя ничего, мы можем приколоть и проложить строчку. Нам не обязательно брать специальную лапку. Здесь можно отступить 5 мм от края застежки и проложить строчку обычной лапкой. Мы притачали обтачку к нашей застежке молнии. С изнанки это выглядит вот так. Теперь внимание, подгульфик мы не отворачиваем обратно, а с лица мы отрисовываем нашу линию отделочной строчки такой ширины, какой планировали, 3 или 3,5 сантиметра. Здесь она должна закончиться у нас в тот момент, когда наша обтачка начинает свой изгиб. Это где-то вот так. И сначала нам нужно проложить отделочную строчку вот до этой точки. Мы проложили строчку. С изнанки мы видим, что мы притачали обтачку к основной детали. Теперь нам нужно отогнуть подгульфик обратно, вернуть его на свое место и отрисовать остаток линии от окончания нашей отделочной строчки до точки начала, которую мы отмечали ранее. И отрисовываем плавную линию. Теперь по этой линии мы прокладываем строчку и притачиваем подгульфик к нашей основной детали. Наша отделочная строчка готова. С изнанки она выглядит вот так. Здесь лишние припуски нужно будет потом срезать. Откалываем наши булавки и смотрим, что у нас получилось. Последний момент — это ставить закрепки. Я предпочитаю делать это вручную, но можно и на машинке. В этом месте и в этом. Это точки самой большой нагрузки. Когда мы открываем застежку, в этих местах швы могут разойтись, поэтому их нужно дополнительно закрепить. Если кто-то говорит, что гульфик это просто, не верьте, это сложный узел. И когда вы ошибаетесь, вы получаете новые знания. А еще вы можете получать новые знания на канале Шьем с умом, так что не пропускайте новые видео и пока-пока!